Здравствуйте, мои дорогие девы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для представителей вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Девы, давайте посмотрим, что же вас ожидает в период с 15 по 21 декабря. Какие вам карты сегодня выпадут, что же у вас произойдет в этот отрезок времени. Я напоминаю, что это общий второй прогноз, он не персональный, не индивидуальный. Надеюсь, большинству из вас подойдет, окажется полезным. Итак, девы, давайте посмотрим по дням недели, что же у вас выпадает. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Достаточно неплохие карты. Да, возможно, от вас потребуется здесь какая-то решительность, порывистость и смелость на этой неделе, потому что по принцу мечей здесь, скорее всего, не все дается так легко. Вы где-то будете защищать свои границы и проявлять упорство и настойчивость. Может быть, даже здесь будут возникать какие-то разногласия с вашими близкими или в доме, в котором вы живете, не знаю, может быть, с вашими, с кем вы живете, да, может быть, ваш партнер, с кем вы живете. То есть могут возникать какие-то здесь выяснения отношений, но опять-таки здесь, скорее всего, это все на порывистости, основано на какой-то, как будто бы, знаете, такой спонтанности, импульсивности. То есть я не думаю, что здесь что-то серьезное. В любом случае нужно быть осторожнее. Дальше давайте посмотрим на те карты, которые здесь есть по дням. В целом карта смерть. Первая карта, которая выпадает, не нужно ее бояться. Она не говорит обязательно о чем-то таком страшном и трагичном. Она может говорить просто о вашем желании от чего-то отказаться, что-то закончить, завершить, прекратить, может быть, выбросить что-то старое и ненужное. Да, это тоже своего рода как прощание с чем-то. Да, для кого-то поменять что-то в своей голове, в своем образе жизни, начать новый период, новый этап. Для кого-то поменять что-то в плане работы или в отношениях. Просто перейти на другой уровень даже отношений. Это уже тоже своего рода перемена и трансформация. Давайте посмотрим, девы, что же здесь имеется в виду у вас, собственно, 15 декабря. Почему выпала карта смерти? Карта туза мечей все-таки показывает, что в вашей голове возникает мысль о том, как решить какую-то проблему, чтобы ее завершить, прекратить, наконец-то, может быть, отсечь от себя что-то ненужное и быть смелыми, решительными, чтобы это сделать в этот день. То есть вот мне это не нужно, там вредная привычка какая-то, да, все бросаю, не буду больше это делать. Вот у вас возникает здесь эта мысль, такое решение, и оно мудрое, разумное, оно как раз такое, которое требуется в этот период времени. Может быть, даже вы не сильно афишируете окружающим, не сильно рассказываете об этом. Карта сила дальше. Сила характера, сила воли, которую вы проявляете, а также умение влиять на окружающих людей, убеждать их в чем-то, умение договариваться, умение находить какие-то компромиссы, альтернативы, может быть, альтернативные решения. Да? Карта сила, она не о силе физической, а о силе духовной, силе эмоциональной, силе, опять-таки, убеждения вашего, о возможности влиять на других людей. Для кого-то могут быть важные вопросы, касающиеся человека знака Лев, поэтому, девы, тоже обратите внимание. Но в целом карта очень хорошая, и я бы даже сказала, такая более женственная, более мягкая, потому что она не про физическую силу. И тут же выпадает карта отшельника, ваша карта, девы, которая говорит о том, что вы здесь стараетесь поступать благоразумно, мудро, исходя из своего опыта, исходя из своих знаний, то есть действуя опять-таки не силой физической, а именно вот умением выстраивать доверительные отношения, умением правильно здесь поступать, разумно поступать, мудро поступать по карте отшельник. Дальше идет принцесса жезлов, карта огненного знака. Здесь, кстати, на дне колоды еще карта силы, видите, здесь к этому вторнику. Карта принцесса жезлов, карта огненного знака, да, лев, овен или стрелец могут иметь место быть. Возможно, общение с таким огненным знаком будет для вас важным, принцесса жезлов. Также здесь энтузиазм, такая порывистость, смелость, импульсивность, которая у вас может быть, может проявляться у вас здесь в разных ипостасях, собственно, да. Давайте посмотрим, что же здесь имеется в виду у вас, почему в среду выпала такая карта, девятка жезлов, порывистое, импульсивное желание там завершить какое-то дело, какую-то работу,
готовы защищать свои права, свои границы здесь, свои какие-то убеждения, тоже как вариант. То есть настойчиво принимаете такое решение, да, что я буду стоять на своем, я буду вести до конца какой-то вопрос. Упрямы можете быть в каком-то вопросе, когда вам говорят одно, а вы говорите нет, а я думаю так, и доказываете свою точку зрения так рьяно и так серьезно, что это может даже кого-то оттолкнуть немножечко, как будто отгородить от вас, дистанцировать. Карта правосудия в четверг как какая-то спорная ситуация, конфликтная ситуация, которая может у кого-то из вас возникнуть, и нужно быть опять-таки осторожнее по карте правосудия. Также, возможно, здесь будет ситуация, где вам нужно будет добиться баланса в своей жизни, может быть, ответственности от другого человека или какой-то честности. Может быть, вы честно говорите о своих намерениях другому человеку и хотите законного решения какого-то вопроса. Здесь может быть и решение каких-то бумажных дел, когда нужно подписывать какие-то юридические документы, решать какие-то вопросы юридического плана. Поэтому карта правосудия. Кстати, могут быть вовлечены люди знака Весы. Поэтому девы тоже могут иметь место здесь и Весы. Паж кубков тут же выпадает у вас. То есть какая-то спорная ситуация, но у вас есть шанс решить ее в свою пользу. Или получаете какие-то хорошие новости, касающиеся вот этих бумаг, документов, урегулирования каких-то таких бумажных вопросов. Здесь вы можете прийти к какому-то балансу, шанс привести свою жизнь к балансу и к гармонии, когда вы выясните с кем-то отношения, выскажете то, что думаете, да, что-то обсудите. Дальше идет девятка чаш, девятка кубков, очень хорошая карта счастья и достатка такого, может быть, веселья даже. Вы можете куда-то ехать, с кем-то что-то отмечать, вы можете в конце недели встречаться с друзьями и знакомыми, может быть, проводить с ними хорошо время и опять-таки как-то весело здесь, да, проводить время, может быть, даже что-то лишнее себе позволять, потому что здесь можно говорить про какие-то излишества, да, нужно быть осторожнее в плане излишеств. У вас здесь много есть по карте звезда надежд, планов, что вы в этот день сделаете, опять-таки как будто горите идеей большего, лучшего, рассказывайте окружающим о том, что вы еще хотите в перспективе получить. А здесь про в целом достижение успеха. Получаете успех в делах, признание в глазах окружающих людей, ваших заслуг каких-то, получение финансов, получение денег, когда вы можете что-то приобрести, купить для себя важное. Может быть, у вас есть здесь цели, вы ее реализуете, получаете что-то для вас такое, вот приобретаете, что сильно вас радует, это там ваша мечта. Да, это вдохновляет вас, воодушевляет еще больше. Карта шестерка жезлов, карта успеха тоже как такового и победы, ощущение ликования, которое может присутствовать у вас в субботу. Также вы можете быть не, знаете, как будто бы не останетесь незамеченными. То есть вы в центре внимания, на вас могут обращать внимание здесь окружающие люди. Опять-таки, потому что вы что-то такое сделали, что на вас обращают внимание. Либо вы по шестерке жезлов здесь куда-то едете, с другими людьми встречаетесь, собственно, и поэтому получаете такой охват аудитории. Да? Семерка жезлов тут же, она о том, что вы, несмотря на сложности, какие-то трудности, препятствия, может быть, какие-то проблемы, смогли все равно подняться над этой толпой, смогли быть выше, смогли по семерке жезлов отгородить себя от каких-то недоброжелателей, какой-то критики и вот быть все равно как бы на пьедестале, да, то есть несмотря на то, что, может быть, даже вы куда-то едете, где вы находитесь в центре внимания, и кто-то может там чем-то быть недоволен, что какие-то вам претензии высказывать, вы тем не менее знаете, что знаете себе цену, знаете, что для вас важно, сохраняете вот этот вот внутренний мир и покой, да, и не нарушаете этот покой, даже несмотря на то, что могут возникать какие-то здесь ситуации такие вот колкие со стороны других людей. Карта императрица, карта знака Телец, может быть, общение с человеком знака Телец, а также что-то связанное с женщиной, с женским началом, с материнством или с какими-то вот вопросами семейного очага, где вы, если вы женщина, стараетесь сохранять этот материнский такой, да, любящий, если у вас есть дети, да, такую атмосферу, такой покой, либо очаг, да, такой
где женская рука видна, то есть прикладываете усилия в том, чтобы создать какой-то уют, гармонию в доме, может быть. Да, поэтому карта императрица хорошая достаточно карта на воскресенье. Все, что касается роста и развития. Да? Но тут же двойка мечей, которая говорит о том, что вы здесь можете почему-то сдерживать свои эмоции в отношении, может быть, ваших детей или огненного знака. Потому что здесь на дне колоды есть королева жезлов. Может быть, здесь какие-то будут удев, моменты, связанные с такой огненной стихией, где вам нужно будет сдержать себя, не сказать что-то лишнее, не сделать что-то лишнее, или проявить какую-то стойкость там, в отношении ваших детей, или вашего мужа, или вашей супруги, особенно если они огненного или земного знака зодиака, когда вы не будете знать, как лучше поступить, возможно, так. Или постарайтесь не вмешиваться во что-то, потому что посчитаете, что так будет лучше, что так вы сохраните гармонию и покой, и не будете раздувать какой-то конфликт, какое-то разногласие. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для дев я завершаю. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.